Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне я хочу приготовить очень вкусный рецепт из кабачков. Это самый простой и быстрый рецепт, который только можно себе представить. Я желаю всем приятного просмотра. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. Итак, берем 2 небольших кабачка, у меня здесь 500 граммов. Очищать я их не буду, так как кожица у них еще нежная, их нужно нарезать. Отрезаем хвостик и все ненужное. Разрезаем вдоль пополам. И еще раз каждую часть пополам. Нам нужны вот такие вот четвертинки. Это будут не кубики, а дольки. И каждую часть я буду нарезать не слишком крупно, не слишком мелко, где-то примерно 1,5-2 сантиметра. Вот чем мельче вы их нарежете, тем быстрее они у вас и приготовятся. Но слишком мельчить я тоже не рекомендую, чтобы сохранить сочность этого замечательного овоща. Друзья, ну а если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, я вам предлагаю подписаться. Там вы первыми будете узнавать о вкусных и новых рецептах на моем канале. Ссылочка будет в описании под видео, в описании канала. И также в конце видео для удобства переходите по QR-коду. Пересыпаем в удобную большую миску. И добавляем чайную ложку прованских трав. И вот так вот хорошенечко перемешиваем, чтобы каждый кусочек кабачка был в специях. Чтобы из кабачков не выделялся сок, а остался внутри, мы в начале приготовления не солим. Посолим уже в конце. Сейчас я добавляю 2-3 столовые ложки муки. У меня сегодня кукурузная, можно взять обычную пшеничную. Посыпаем. Я думаю, 2 ложки будет достаточно. И точно так же панируем в муке. Липкие срезы на кабачке хорошо панируются в муке, они хорошо к себе притягивают вот эту вот панировку, равномерно получается. Пересыпаем в друшлаг, чтобы лишнюю муку убрать, и идем обжаривать на сковородке. На хорошо разогретую сковородку наливаем 40-50 мл растительного масла любого. У меня сегодня подсолнечное. И выкладываем запанированные кабачки. Хорошо взять большую сковородку, чтобы они у вас равномерно обжаривались в один слой. Диаметр моей сковородки 28 сантиметров. Кабачки обжариваем минут 5, периодически помешивая до румяной золотистой корочки. Все просто. Вот теперь, когда кабачки обжарились, у них появилась румяная корочка, можно их посолить. Для меня достаточно половины чайной ложки, а вы смотрите по своему вкусу. Еще раз перемешаем и буквально минутку, и они у меня уже готовы. Кабачки я перекладываю в удобную миску. И пока кабачки у меня еще горячие, я через чесночный пресс добавляю 2 зубочка чеснока. И аккуратно перемешиваем. Сейчас чесночок отдает свои ароматы, соединяется с кабачками. Пока кабачки горячие, очень хорошо впитывается вкус чеснока в них. Если вы хотите в более низком варианте такие кабачки, майонез не добавляем. Но я люблю с майонезом, так будет и вкуснее, и немножечко калорийнее. Майонез у меня, как всегда, домашний, густой домашний майонез. Вот такую консистенцию он имеет. А как его приготовить, можете перейти по ссылочке, которая появится в правом верхнем углу и в описании под видео. Достаточно будет 1,5 столовые ложки. И еще чуть-чуть. И также перемешаем. Какая вкуснятина у нас с вами получается. Быстро, вкусно и очень просто приготовить такую закуску. С кабачками очень хорошо сочетается укроп. Несколько веточек мелко нарежу. Добавляем укроп. Последний раз перемешиваем и можно уже пробовать.
Друзья, это очень вкусно. Неимоверное сочетание. Кабачок, чесночок, майонез, укропчик. Да просто фантастический вкус. Всем рекомендую приготовить. Делитесь этим рецептом с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать в мой телеграм. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую, прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Всем пока-пока.